Всем привет! Сегодня будем готовить галушки. Я думаю, многие знают и любят, наверное, этот супчик. Готовится он быстро, просто, можно сказать, на скорую руку. Ингредиенты тоже все простейшие. Понадобится нам бульон. Я заранее подготовила. Можно брать мясной, можно куриный, можно овощной даже. То есть все по вашему желанию. Я заранее сварила куриный бульон. У меня просто курица домашняя, поэтому я немножко дольше варила, чем обычная магазинная. Поэтому не стала, в общем, все это показывать. Я думаю, все знают, как приготовить бульончик. Далее понадобится картошка, 1 морковь, пара луковиц, зелень. Для клёцок, для галушек понадобится нам пара яиц, мука и соль. Пока бульончик у нас варится, все кипит, мы порежем картошечку, подготовим. Как обычно, на суп, небольшими такими кубиками. Картошку отправляем в кипящий бульон. Огонь делаем побольше. Как только закипит, уже делаем поменьше, чтобы картошка спокойно варилась. В это время занимаемся луком. Его тоже можно нарезать на небольшие такие кубики, как обычно вы готовите для супа. Теперь разогреваем сковородку, добавляем растительное масло и сюда же отправляем лук. Мы его будем обжаривать. Пока лучок готовится, займемся морковкой. Ее нужно либо нарезать брусочками, либо натереть на крупной терке. Натерли и сразу же отправляем к луку. Немножко перемешали и пускай жарится. Здесь уже наше участие не нужно. Можно его под крышечку поставить. Просто не забывайте смотреть и помешивать. Следим. В это время мы займемся галушками. Разбиваем 2 яйца. Соль добавляем по вкусу. Слегка взбиваем вилочкой. Теперь сюда к яйцам будем подсыпать муку. Муки берем на глазок, но немного. Тесто должно получиться чуть-чуть, знаете, покруче, чем на оладушке. Я сейчас перемешаю. Если нужно будет, я подсыплю. А саму консистенцию я объясню, какая получится. Ну вот, по идее, кстати, в самый раз получается. Вот такое тесто должно получиться. Тягучее, но, видите, уже плохо так оно отрывается. Достаточно такое густое. Теперь добавляем специи к супу. Соль, черный перчик. В принципе, можете добавлять все, что хотите, по вашему желанию. Но я, честно говоря, не советую что-то много там накидывать, потому что куриный бульон, он сам по себе, допустим, вкусный. Вот у меня домашняя курица, ее как бы не надо уже ничем сдабривать, скажем так. Вот лавровый лист, соль и черный перец. Ну, хотите еще что-то, ну, добавляйте. Пережарка у нас тоже, в общем-то, готова. Все, мы ее тоже сюда же к супчику добавляем. Если вы захотите мясо, на котором варился бульон, его тоже можно добавить, будет более сытный. Вот я курицу порезала мелкими кусочками. В принципе, практически все готово. Остается только добавить галушки. И теперь расскажу, как правильно из такого теста добавлять галушки. Нам понадобится большая ложка. Вода должна немножко кипеть, бурлить. И теперь маленькими кусочками вот так отрываем и окунаем. Отрываем и окунаем. Небольшими, потому что тесто сварится, и они достаточно хорошо увеличатся в объеме. Вот такими маленькими кусочками прям толкаем в воду. Они сейчас будут обвариваться и всплывать вот такие кусочки. И вот так делаем, пока тесто у нас не закончится. Маленькими-маленькими.
Теперь надо немножко подождать, когда галушки сварятся. Вы сами увидите, они хорошо увеличатся в объеме. Варятся они примерно, ну, может быть, минут 5, где-то вот так. Как бы это не очень принципиально. Как только закипит, можно сделать такой маленький огонь, чтобы оно прям еле-еле бурлило. Пока галушки варились, я нарезала зелень. И в самом конце нам нужно ее добавить. Собственно говоря, суп готов. Теперь можно снять пробу. Ну, обязательно попробуйте, как говорится, на соль. Если же захотите какие-то приправы добавить по своему вкусу, пожалуйста. А так, суп готов, можно выключать и подавать к столу. Вот такая красота, вкуснота. Очень просто, достаточно быстро и вкусно, самое главное. Попробуйте сами приготовить. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.